Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Причины и симптомы булимии. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Что такое булимия? Булимия называется психологический синдром, характеризующийся повышением чувства голода и низкой насыщаемостью. Больной человек не может почувствовать себя сытым, даже съедая большое количество пищи. Поэтому чувство голода становится для него постоянным. Обычно эта форма возникает из-за повреждения рецепторов, находящихся в области гипоталамуса. Именно эти рецепторы посылают мозгу сигнал о том, что в крови накопилось достаточное количество углеводов. Это и есть чувство сытости. Когда функционирование рецепторов по какой-либо причине нарушается, человек постоянно чувствует себя голодным. Другая форма булимии связана со снижением уровня сахара в крови. Но она характеризуется тем, что человек, внезапно почувствовавший сильный голод, может утолить его приемом первой порции еды. Психологи классифицируют булимию на демонстративную, мазохистскую, обсессивную и ориентированную на сексуальную привлекательность. Причины булимии. Булимия имеет три группы причин, среди которых органические, социальные и психогенные. К органическим причинам булимии относят различные патологии обмена веществ, сахарный диабет, опухолевые или токсические поражения мозга, задевающие область гипоталамуса. Влияют на заболевания также генетические факторы. Некоторые врожденные болезни могут сказаться на структуре головного мозга. К социальным причинам относят отношение общества, в котором живет человек, к весу тела. К примеру, в странах, где вес является значимым критерием оценки человека, количество булимиков увеличивается. Если женщина постоянно придерживается строгой диеты, боясь набрать лишние килограммы, она тем самым повышает риск развития булимии. Ведь постоянный страх поправиться вызывает стресс, который легче всего снимается едой. Психогенная группа причин включает различные психологические травмы или подавленность, которая легче всего снимается простым удовольствием – едой. Психогенной причиной может стать низкая самооценка, негативное отношение к жизни и прочее. Нередко люди, страдающие булимией, боясь ожирения, искусственно вызывают рвоту после еды. Симптомы булимии. Главным симптомом булимии может считаться постоянное чувство голода. Человека очень сильно тянет к еде, и он не может преодолеть это чувство. Поглощая большое количество пищи, он не чувствует насыщения. Пациенты, страдающие булимией, преимущественно подавлены. Настроение у них повышается исключительно во время еды. А если их лишить возможности есть, они могут впасть в депрессию, стать раздражительными, снижаются их умственные возможности и работоспособность. Еще одним характерным симптомом булимии является избыточный вес. Но это касается не всех булимиков. Постоянный страх набрать лишний вес может заставить их голодать, искусственно вызывать рвоту, принимать слабительные препараты или усиленно заниматься спортом. Таким образом, можно выделить еще один характерный симптом булимии – особая поведенческая модель. Булимия, как и любое другое заболевание, имеет свои стадии. Обычно начальная стадия характеризуется редкими, неконтролируемыми приступами влечения к еде. В месяц случается не более 1-2 эпизодов, когда заболевание дает о себе знать. Но булимия может приобрести и хронический характер. Вследствие этого страдают органы желудочно-кишечного тракта, сердце, сосуды и, главное, психика. Человек становится эмоционально неустойчивым, тревожным, истеричным и неуравновешенным в себе, что лишь усугубляет заболевание. Булимия вызывает депрессию, ожирение и может стать одним из главных симптомов анорексии. Причины и симптомы нервной булимии. Что такое нервная булимия? Нервная булимия является расстройством пищевого поведения. Проявляется оно приступами сильного голода, неконтролируемым перееданием и отсутствием чувства сытости,
Для нервной булимии характерны периодические колебания веса. Приступы обжорства обычно чередуются с попытками очистить себя. Человек пьет слабительное, вызывает рвоту, пытается голодать или изнурять себя чрезмерными физическими нагрузками. Главной задачей человека становится избавление от лишнего веса. При этом бороться с приступами голода нормальными методами не представляется возможным. Распознать булимию довольно сложно. Конечно, половина булимиков вследствие переедания страдает ожирением, но другая половина имеет нормальный вес, а заболевание старается держать в тайне от своего окружения. Болеют преимущественно молодые женщины, ведь именно для них вес тела является чрезвычайно важным критерием. Заболевание имеет 3 возрастных пика – 15-16 лет, 22-25 лет и 27-28 лет. Булимия – чрезвычайно мучительное заболевание. Человек, употребляя даже большое количество пищи, не может преодолеть чувство голода. Но после переедания начинаются укоры совести за неподобающее поведение и съеденные калории. Вследствие этого человек пытается избавиться от еды, вызывая рвоту. Заболевание имеет тенденцию к прогрессированию, поэтому переедания могут стать абсолютно неконтролируемыми, а в личности человека произойдут необратимые изменения. Причины нервной булимии. Обычно причинами нервной булимии становятся заниженная самооценка, психологические травмы, стрессы, подавленность или же постоянный страх набрать лишние килограммы. Булимия возникает потому, что человеку легче всего избавиться от стресса с помощью еды, ведь она – одно из самых простых удовольствий. Булимия может иметь мазохистские, обсессивные, демонстративные корни или же быть обусловленной желанием быть сексуально привлекательным. Симптомы нервной булимии. Конечно же, основным симптомом булимии является неконтролируемое чувство голода, которое нельзя утолить обычным количеством пищи. Человек ест все, пока приступ булимии не закончится, после чего его обычно мучает совесть, и он пытается избавиться от съеденной пищи искусственным путем, вызывая рвоту, принимая слабительные средства. Также нервная булимия проявляется изменениями поведения. Больной человек становится замкнутым, нелюдимым, подавленным. Лишь во время еды его настроение улучшается. Неконтролируемые приступы обжорства и невозможность ограничить себя в пище вызывают депрессию, неврозы. Человек теряет работоспособность. Из-за быстрого поглощения еды возможно развитие болезней горла, фарингита, ангины. Повреждается также зубная эмаль, разрушаемая желудочной кислотой. Из-за неправильного питания страдает кожа человека. Конечно же, в первую очередь подвержены риску органы пищеварительной системы, сердце, сосуды. И что самое главное, страдает психика. Прогрессируя, болезнь меняет человека до неузнаваемости. Таким образом, нервная булимия становится причиной множества опасных последствий. Нарушение менструального цикла у женщин, нарушение моторики кишечника, запоры, заболевания поджелудочной железы, почек, болезни эндокринной системы и нарушение обмена веществ. Иногда булимия вызывает желудочные кровотечения. Лечение нервной булимии. Лечение нервной булимии должно заключаться прежде всего в психотерапии. Больной человек нуждается в помощи доктора, который поможет осознать проблему и принять себя таким, каким человек является на самом деле. Медикаментозное лечение заключается в приеме антидепрессантов. Также обязательно следует придерживаться диеты, заниматься физкультурой и стараться избегать возможных стрессов, вызывающих чувство голода. Лечение булимии. Лечение булимии заключается в психотерапевтических мероприятиях, как индивидуальных, так и групповых, соблюдении диеты и применении специальных медикаментов. К числу последних относят антидепрессанты, ведь булимия нередко сочетается с депрессией. Также лечение булимии включает в себя симптоматическую терапию. Больному назначают препараты, улучшающие работу пищеварительной или сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать булимии, необходимо стараться поддерживать чувство нормальной самооценки. А замечая какие-либо изменения аппетита, следует придерживаться сбалансированной диеты, записаться на прием к психологу и всячески разнообразить свой досуг. Лечение булимии народными средствами. Чеснок.
Помимо медикаментозного лечения и психотерапии, работу организма при булимии помогут нормализовать некоторые средства народной медицины. К таким средствам относится чеснок – 3 дольки. Его очищают и натирают на мелкой терке, заливая сверху кипяченой чистой водой температурой около 20 градусов. Настой оставляют на сутки, после чего выпивают перед сном. Доза составляет 1 столовую ложку. Это средство положительно влияет на тонус клапана, соединяющего пищевод и желудок. Применяют для лечения булимии и льняное масло. Его можно приобрести в аптеке. Перед каждым приемом пищи следует выпивать по 20 мл масла. Запомните, лучше питаться чаще, но меньшими порциями. Лечение булимии мятой и петрушкой. Настой мяты и петрушки обладает сильным успокаивающим и тонизирующим действием. Растения необходимо засушить и смешать в равных количествах, после чего растереть до порошкообразного состояния и залить столовую ложку смеси крутым кипятком 250 мл. Спустя полчаса настой уже можно пить. Это средство поможет утолить чувство голода на некоторое время – 2 и больше часов. Лечение булимии отварами. При булимии полезно пить отвар из слив и инжира. Фрукты 500 грамм нарезают и заливают 3 литрами воды. Варить средство нужно, пока его объем не уменьшится на 500 мл. После этого пейте вкусный и полезный отвар по половине стакана 4 раза в день. Простым, но действенным способом избавиться от булимии является прием целебного отвара сельдерея. 20 грамм этого растения заливают чисто кипяченой водой 250 мл и кипятят на медленном огне в течение 15 минут. Затем лекарство нужно снять с огня и процедить. Это количество отвара необходимо выпить в течение дня за 3 приема. Принимать его лучше до еды. Также бороться с нервной булимией можно, руководствуясь некоторыми простыми советами. Чувство голода можно снизить благодаря минеральной воде, зеленому чаю или кефиру. Полезно будет также пить в качестве чая отвар кукурузных рылиц. На 200 мл воды берут 10 грамм рылиц и выпаривают на водяной бане в течение 20 минут. Перед едой лекарства пьют по 1 столовой ложке. Здоровый образ жизни и сбалансированное питание также помогут вам в избавлении от булимии. Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя. Не пейте сладкогазированной воды и не ешьте сахара. В лечении булимии можно применять различные травы – базилик, экстракт косточек винограда, кошачью мяту и прочее. Не повредят также лечебный массаж и занятия физкультурой на свежем воздухе. Эксперт-редактор Мочалов Павел Александрович, врач-терапевт. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.